Mogę nagrać odcinek o tym, jak się buduje w Rosji dom, jakie materiały się używa, jak to ogólnie wygląda. Jestem pod Moskwą. Tutaj jest taki dom, który nie został oddany. Koło mnie jest Diana. Я уже перейду на русский. Вы дизайнер, но вы много понимаете в домах, в стройке. Да, я занимаюсь дизайном, также мы строим дома, вот поэтому я смогу ответить на Отлично. Такая возможность. Тут есть входная дверь, но мы зайдем с той стороны, я понимаю. Тут она... Давайте, потому что холодно, и уже там продолжим. На начале я еще скажу, что мы где-то там час езды от Москвы, тут пригород, да, в общем? Да, это пригород, мы находимся в Московской области, это хорошее направление, поэтому мы едем час, то есть можно и больше ехать. Ага, и тут, конечно, много домов, как и везде часто под Москвой, да, что люди часто выезжают, либо квартиру в Москве имеют, тут дачу. Да, обычно стандартный москвич имеет квартиру и загородный какой-то домик. Вот, соответственно, заказчики у нас тоже сейчас находятся в загородном доме. Бывают поселки, то есть отдельно коттеджный поселок, ты заезжаешь на территорию через шлагбаум, у тебя одинаково много красивых домов, вот, и они все в одном стиле. А сейчас мы находимся в поселке, в котором есть просто частное строительство, здесь нету норм по фасадам, по архитектуре, и каждый строит, что хочет. Вот заказчики выбрали проект дома и купили участок, мы теперь строим им дом и делаем здесь ремонт. Сам участок 6 соток, 600 метров, и сам дом около 130 квадратных метров. Давайте покажем, может начнем с той стороны, как дверь находится, да? Да, здесь и потом по очереди все покажем, все помещения. Да, вообще, в принципе, как мы делаем, мы смотрим проекты готовых домов или сами проектируем. Вот здесь была ситуация, что семья, эта семья, значит, мама, папа и взрослый сын будут жить втроем в этом доме. Что сделали заказчики? Они купили уже готовый проект дома и, соответственно, пришли к нам, в строительную организацию, чтобы мы его построили и сделали здесь планировочные решения. То есть мы взяли уже готовый проект и с заказчиками сели, посмотрели, немножко передвинули стены, чтобы было комфортнее, потому что не все типовые дома очень удобные. Вот, поэтому мы перестроили, но мы не проектировали его изначально. Есть проекты, когда мы просто, у нас есть участок, мы уже сами рисуем дом, работает архитектор, потом работает дизайнер, и мы выходим на стройку. Здесь заказчики пришли, да, со своей папочкой и сказали, вот у нас такой дом, давайте строить. Мы немножко подкорректировали и начали ремонтные работы. Сейчас мы уже на чистовом этапе, когда клеим обои, красим стены, вот, кладем плитку, ламинат и так далее. Давайте так. Тут входная дверь поставили, поэтому не можем заходить. Да, первая комната тут техническая, да, тут, наверное... Как правило, заходишь, особенно в Московской области, холодно. Во-первых, холодно зимой, сезон теплый, короткий, нужно, чтобы был какой-то небольшой тамбур, чтобы сразу не начиналась гостиная. Поэтому проход, чтобы был некий, да? Да, мы сразу при входе всегда делаем какие-то котельные, бойлерные зоны, где располагаются все коммуникации, для того, чтобы мог прийти сантехник, чтобы он не ходил куда-то вглубь дома, чтобы он пришел, сделал какую-то обслуживающую манипуляцию и вышел. То есть, поэтому это возле входной двери. Также обычно здесь размещаются раковины, чтобы ты пришел, мог помыть руки после того, как пришел с улицы, да, и идти дальше. Поэтому, да. И что тут, если можете в двух словах, что тут находится? Примерно какой источник обогрева? Сейчас здесь источник обогрева электричество, но есть котел, который работает на электричестве. В основном все дома на газу. Здесь тоже в этот поселок проведется газ, но немножко позже. Обычно это все на газу. Сейчас электричество. Электричество дороже, газ дешевле. Соответственно, на газу выгоднее. Здесь есть бойлер, то есть сюда заливается вода, и она нагревается и передается дальше по отопительной системе. И котел, который это все нагревает. Вот. Ну, наши сантехники делают аккуратные коллекторы, они выходят наружу. Комната техническая, поэтому удобно подойти, что-то подкрутить там и идти дальше. Понятно. Вот, да. Соответственно, также сразу при входе у нас санузел. Это санузел на первом этаже, потому что здесь будет жить мама с папой. У них будет собственный санузел, плюс гости, которые приходят, могут в этот санузел тоже прийти, попасть. Большая достаточно прихожая, будет большой шкаф. На той стене. И тут душевая комната, да? Да, душевая комната. Сейчас в основном мы исполняем душевой трап.
Вот я Ага, вот стала, тут. да, здесь будет стоять стекло, соответственно, ты душ тропический стоишь, моешься, можешь крутиться, вертеться. Ну, достаточно такой Делаешь просторный, да? Хотя все помещение тоже небольшое. Да, помещение небольшое, но мы стараемся, вот как раз наша задача была все интегрировать с точки зрения эргономики и чтобы заказчикам было удобно. А люди не ставят ванны, ну, типа такой традиционной, просто душевой комнаты ставят? Ставят, но зависит от заказчика. А как у вас получается? И так, и так? И так, и так. Мгм. Если есть маленькие детки, любят ванну ставить. А, Если вот это взрослые, то любят... Удобнее вот Да. душевую комнату. То есть, когда уже заказчики взрослые, уже нет детей, удобнее, конечно, в душ. Быстро помылся и едешь в Москву работать, потому что Мгм. ехать час, некогда лежать в ванне. Ну, Практичнее, понятно. то есть, да, делать душевую кабину. Понятно, вот такая комната. Туалет, да, и будет И раковина туалет, здесь понятно, будет. да. Тут как раз не будет раздельности, да, на туалете и ванной, да? Мгм. Пойдем Так, дальше. дальше. Тут какая-то, наверное, Здесь техническая комната, да, мы под, всегда под делаем. лестницей, да? Мгм. Там можете пройти, посмотреть, там и под лестницей мы оставляем пространство. Ну и тут главное помещение, да? Тут, Да, здесь будет зал, кухня-гостиная. Мы стараемся сейчас из-за того, что стоимость квадратного метра всегда удорожается, потому что инфляция, кризис. А можно сказать примерно или по Москве, или под Москвой, сколько? Или... Средняя стоимость. стоимость работы, строительство ну. и ремонт будет где-то 110-120 тысяч рублей за 1 квадратный метр. То есть это нужно строительство и ремонт, да? Да, И уже строительство. под готово. Да, это уже строительство и ремонт. То есть, когда у вас есть просто земля, чтобы это все построить и отремонтировать, будет столько. Плюс надо наполнить еще мебелью. Вот. Соответственно, это кухня. Она вместе с залом соединяется. Кухня будет такой буквой П. Ага. То есть достаточно большая. Здесь нет. И тут не будет двери, наверное, Нет, тут дверь не будет, просто проем для того, чтобы как раз было пространство. Потолки здесь достаточно высокие, но проемы не очень высокие, но такой был проект. так. Да, сейчас стараемся, конечно. Тут мне будет интересно посмотреть, какие бренды. Вот тут клей, да? Литокол, да. Литокол. Я тоже раньше проверял, это российский бренд, но производят тут. Надо смотреть, да, последние Тут в несколько России. лет мы перешли на На отечественные. замещение, да, на отечественное, но тем не менее какие-то бренды все равно покупаем. А раньше клей европейские. тоже был зарубежный, да? Бывало так, да? Ну, Литокол, наверное, много производств находится в России, поэтому бренд может быть европейский, а производство находится точно, в России. да. То есть это тяжелые товары. А вот керамогранит, плитка, то, что сейчас у нас пол застелен, он уже Он уложен. уже готов, да? Да, А это плитка для ванны, да? Или для это плитка для ванны, да. керама... Керама Мараци – это Мараци. бренд российский, но, точнее, это бренд итальянский, но считается, что это произведено в России, кстати. Я это посмотрел в чат GPT, это говорят, что это российский бренд, но он принадлежит итальянской группе вот этой Marazzi Group. Да, Вот. да. Вот, то есть, видите, сделано как раз made in Франция, Италия, тут Российская обозначено Федерация это. или Spain, да, то есть, ну, как бы, Производство производство местное. это локальное, но все оборудование. О, вот есть еще краска, например, да? Да, кстати, сейчас очень краска Тикурила. Тикурила. Теперь бренд Тикурила ушел из России, теперь называется Тикуала, как-то так. Тут будет общая такая комната повседневная. Да, здесь будет гостиная, то есть куда будут приходить гости и сами заказчики, семья будут здесь отдыхать. Диван, телевизор, тумба под телевизор. Многие еще делают проектор сейчас. Вместо Здесь, телевизора, да? Да, именно? здесь, точнее, здесь будет диван, телевизор там. Ну да, там подключение все. И окно, чтобы, да, пока что на заднем дворе не сделано благоустройство, но здесь будет сад и веранда. Кстати, я только что проверю, этот бренд Melke. Мелкий. Там чат GPT сказал, что это польский бренд вообще-то. Но я сам не специалист, не понимаю, ну, как происхождение бренда, а где производится тоже. Да, ну брендов очень много, то есть весь дизайн, все тенденции, конечно, они идут в основном с Европы. Ага, То есть ну да. Испания, Италия — это прям любовь Тут, всех например, еще дизайнеров. обои, например, да, и тоже фабрика итальяна, но есть какой-то итальянский Да, дух. это итальянские обои. Вот. Давайте вот посмотрим. Это Филипп Лейнс. Сейчас такие обои стоят очень дорого, потому что для нас курс Вот. не очень выгоден сейчас, да. Ну, наверное, итальянский. Но все равно из-за качества, да, есть какое-то, ну, качество, которое, если там детали, Конечно, конечно, ценят. в
чем плюс европейских брендов, когда мы их используем, в том, что в Европе есть экологические стандарты, они соблюдаются и... А у вас клиенты обычно говорят, что именно хочу итальянский или какой-то такой? Да, Они это подчеркивают? Да, они подчеркивают, что они хотят какие-то итальянские бренды, но я скажу так, что... Но они разбираются при этом, что именно какие преимущества? Или у них такое представление? Ну, они смотрят дизайн, то есть все дело в дизайне. Потому что источник вдохновения, да, например, даже тех, кто сейчас Китай, Иран, Пакистан копируют тоже Италию, тоже Испанию, всю Европу, Францию, потому что это идеи. То есть Европу любят за идеи именно в искусстве, вдохновении, потому что это must have. Но вы это понимаете, искусство, дизайн, это вы же по этой специальности, да? Конечно, У вас тоже образование такое, да, было, наверное? Или как вы начали в это все? Лично? Ковид. Когда начался ковид, везде, я думаю, что в Польше тоже был ковид, все сидели дома, и я работала тогда в сфере, я работала в адвокатуре, я юрист по образованию. Да, но я люблю творчество сама, и вот когда было очень скучно, я купила себе курс по дизайну, он был годовой, и мы почти сидели там 4 месяца заперти, и я начала, и после этого, когда вышла с ковида, ушла с работы и пошла заниматься любимым делом. Вот, и уже сколько лет? И это было так, что люди стали больше покупать дома, что просто... Когда был ковид, да, начался бум, все поняли, что сложно сидеть в маленькой квартире, все хотят уехать за город, и у всех начали закладываться такие идеи. После этого прям пошел бум на загородное строительство, поэтому сейчас дома очень актуальны. А вы чаще работаете с домами или с квартирами тоже? В Москве и так, и так. Москва очень большой город, и разные здесь дома. Есть все, да. Вот есть заказчик, у него есть и квартира, и дом, например, поэтому здесь, но чаще сейчас дома. Дома больше, интереснее, здесь больше можно проявить кого-то творчество. Понятно, хорошо. Давайте еще тогда пройдем по второму этажу. Да, здесь спальная комната. Там, наверное, тоже какие-то материалы, тем более работники, не будем им мешать. Это у нас лестница. Лестницу обычно делают, видите, из монолита. То есть мы не любим, конкретно наша строительная компания, мы не любим деревянные лестницы, мы любим все делать... Почему? Более прочно? Бетонно. Более прочно? Или... Более прочно, да, и надежно. Поэтому, смотря, это, конечно, как заказчик захочет. Вот приходим, сразу у нас вторая санузел, да, здесь только еще кладут плитку. Тут я вижу одинаковая плитка, да? И тут, наверное, чуть побольше пространства, да? Да, немножко побольше, но здесь есть мансарда скошенная. Крыша. Ну, потому что крыша, да. И тоже вторая душевая, да, наверное? Да, это душевая как раз для сына. Он так как взрослый уже живет своей жизнью, и у него будет целый этаж. Да, взрослые будут внизу, родители, а он наверху. То есть у него большая, вот вы сейчас увидите, гостиная будет здесь. Он будет звать сюда друзей, как раз таки здесь он хочет себе проектор, проецировать на стену и смотреть с друзьями кино. Я когда-то заметил, как приехал в Россию, что часто все равно обои. Это в квартирах обои, и в Польше краска все равно такой первый как будто выбор. И часто даже используются белые цвета. Я даже как приехал в Россию, оказалось, что многим, тем более постарше, ассоциируется с больницами, если белый цвет. Вот. Постарше, да, но у молодежи тренд тоже покраска. Просто в экономическом исполнении сейчас покраска дороже. Чтобы покрасить просто стены у нас в России, это дороже, чем наклеить обои. Некоторые заказчики выбирают обои просто потому, что уютнее. Некоторые выбирают обои, потому что это бюджетнее. В данном случае заказчики выбрали обои, потому что им так уютнее. Хотя они тоже могли, себе позволить покрасить. Но вот им хотелось немножко вот этого пространства, именно фактуры, текстуры каких-то цветов. Здесь вот просто использовали такие листочки. Заказчикам они понравились. А в основном, да, мы тоже красим. В основном красим. И очень светло, потому что маленькие помещения, цвета, светлые, все это расширяет пространство. Понятно. Тут еще пол будет и все, конечно. Да, здесь еще, конечно, мы пришли на незаконченные работы. Вот 2 комнаты. Одна для гостей всегда делается комната, чтобы кто-то приехал за город, остался. Вот именно это, да? Эта комната вот как раз заказчика, сына. Здесь еще тоже не обои,
Ну, небольшая такая, где-то 12-10 метров, да, наверное, комнатка такая. Ну да, здесь все, чтобы вместить. Конечно, от проекта к проекту зависит. Но они так просто захотели, да. И тут вторая Комната тоже. для гостей, да. Мгм. Вот шкаф, диван раскладываться будет. А тогда я вас еще не спрошу, чтобы не забыть, сколько участок, например, земля стоит? Вы знаете, например, такую информацию? Очень цены разные. Ага. И каждый год они растут, потому что у нас инфляция. А примерно, вот, например, тут 600 метров. Этот участок заказчики говорили, что купили за 1 миллион рублей. Это считается дешево. Вот. То есть это дешево, да, и бывает, что 1 сотка, то есть 100 квадратных метров, а 1 сотка бывает, начинается здесь от 100 тысяч и заканчивается несколькими миллионами. То есть есть участки в Москве, которые стоят, например, 5 миллионов рублей за 1 сотку. Но это, наверное, считается как отдаление от Москвы или, возможно, какие-то Нет, направления более... это считается от степени статуса поселка. Вот. То есть есть, да, закрытые элитные поселки. Ну, как, например, там Барвиха, Новая Рига, вот это, наверное, подороже, да, а другие направления, возможно, То есть, по-разному. да, цены от... Так что статус это имеет такое значение, как люди смотрят на данное место. И... Конечно, да. Конечно. Особенно, говорю, сейчас популярны именно коттеджные поселки. У тебя есть при въезде отдельно охрана, отдельно площадки. У нас сейчас есть один заказчик, у которого у них есть своя река, у них есть свое озеро, пляж, спортзал, каток, все есть в одном месте. Стоимость за 1 сотку как раз 5 миллионов рублей. Вот это как раз другая, это верхняя граница. Да. Отлично. Хорошо, тогда на этом будем заканчивать. Спасибо большое за много informacji. Надеюсь, będzie полезно, да. Da, także dziękuję wszystkim za uwagę. Ciekaw jestem Waszych komentarzy. Pokazałem taką możliwość, jaką miałem właśnie tego mieszkania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia na przyszłych odcinkach. Na razie, cześć.